Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же думает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Проигрывается, что либо же вы сейчас находитесь где-то на отдыхе, либо же планируете отдохнуть. Вам настолько хочется вот кайфануть, отдохнуть, да, вот где-то на природе, на море. Вот у нас именно водные карты, да, либо же вы реально планируете поездку, либо же вы просто, мечтаете. Вам так хочется где-то искупаться, да, вот в море окунуться, отдохнуть. Вот очень устали вы от бытовухи. Устали от работы, устали как-то вообще от вот этой жизненной суеты. Может проигрываться даже ситуация, что хочется куда-то, знаете, вот на край света сбежать, просто чтобы отдохнуть. В вашей жизни была женщина, либо же вот сейчас еще находится, это те, которые еще находятся сейчас в отношениях даже. Женщина довольно непростая. Женщина, которая манипуляторша, которая не исключено, что либо же сама владеет магией, либо ходит к таким там, бабкам, либо же, там, я не знаю, гадалкам каким-то, которые владеют именно черной магией. Она не брезгует этим, да, все вот эти привороты, отвороты, все вот эти дела, такими штучками она занимается. Ну, я вам скажу, что она пыталась и на вас воздействовать, но у вас довольно сильная энергетика, поэтому вы не очень поддаетесь всем вот этим магическим штучкам. Да, может быть, немножечко оно и повлияло, но это так, знаете, вот, к примеру, легкий насморк, назовем это так, да. Может быть, у кого-то здоровье немножечко пошатнулось, у кого-то... Может быть, вы стали более вспыльчивой, может быть, плохо спать начали, да, участились головные боли. Ну, то есть, это могло, конечно, отразиться на здоровье, но не в полной мере. Это не так, как она хотела, не так, как планировалось. Что она планировала? Вот давайте просто, мне хочется... Она много чего хотела. У нее виды были забрать все. Вот забрать все, начиная от вашего здоровья, ваших денег, ваших финансов. Ну, то есть человек, который поставил на карту все. Но другое дело, что с помощью магии у нее этого не получилось. Напишите в комментариях, были у кого-то такие моменты, да, может быть, резко самочувствие ухудшилось, да, вот, может быть, вы почувствовали, что что-то не то в вашем состоянии. Женщина, от которой, вот знаете, вот вы от нее избавились, и в каком-то смысле вы перекрестились, да, ну, слава Богу. Несмотря на то, что, да, когда-то вы ее любили, когда-то это была ваша богиня, ваша муза, ваша императрица. Но настолько вот с ней была тяжелая, плачевная ситуация, что сейчас вы хотите забыть эту женщину, как кошмарный сон. В вашей жизни есть, в принципе, вокруг, да, много женщин, но я бы не сказала, что вот сердечко-то ваше ёкает. Женщины есть красивые, фигуристые, но как-то вы вот отошли от вот этих всех серьезных отношений. Да, в легкие вы можете иногда вступать, но абсолютно как-то вот, не ёкает. Вот то, что вы видите, ни одна женщина пока не зацепила вас. Даже вот какая бы она раскрасавица ни была, вот вы находитесь в состоянии, вот, зимняя вишня, вот заморожены все чувства, заморожены какие-то эмоции, да, вот в отношениях полный штиль. Вы как-то вот углубились в работу, кто-то, вот особенно если у кого есть дача, либо же частный дом, да, может быть, либо кто-то в деревне живет, сад, огород, обустройство, вот эти все дела, да, вот вам нравится даже по дому что-то делать, вот именно руками мастерить, вот эти все мужские штучки, да, кто-то, может быть, даже сам вот вручную пытается там дом строить, либо же, я не знаю, ремонт, может быть, делать, затеяли ремонт.
Ну, то есть вы такой вот работяга, да, я не скажу, что вы лежите на диване там и смотрите телевизор. Нет, вы такой работяга. Другое дело, что когда у вас нет мотивации, то вы особо не хотите делать, потому что, ну, для кого это делать? Для себя как-то не очень это и мотивирует. Еще присущ такой момент, что женщины, которые появляются в вашей жизни, они как-то довольно сильно вами манипулировали. И сейчас вот проигрывается, что вы побаиваетесь этого момента, что вот появится новая женщина в вашей жизни, и она снова начнет манипулировать. Поэтому как-то вот вы очень осторожно пытаетесь общаться с женщинами, потому что, ну, не хочется повторения, абсолютно не хочется. Хотя вот я вам скажу, что вы такой человек, который вы сами кем угодно можете манипулировать, если того потребует ситуация. Но это скорее касается работы, там каких-то вот и финансовых, может быть, вопросов. Это не в семье. Вот именно как раз в отношениях, как раз вами женщина, как правило, манипулировала. Может еще проигрываться то, что у вас есть много таких творческих талантов. Кто-то рисует, может быть, кто-то лепит, там, я не знаю, еще что-то делает, вот именно руками, вот именно что-то с творчеством связано. Вы большой любитель животных, да, вот с вами, возможно, живет четвероногий друг, который и есть как раз ваш такой вот самый надежный друг, с которым вы можете и поплакаться, и в радости, и в горести, с которым вот именно вы кайфуете. Вот знаете, бывает ситуация, когда тебе грустно, печально, тоскливо, ты приходишь домой, да, обнимаешь этого четвероногого друга, и тебе так легко, хорошо и спокойно на душе становится, да. Мы знаем, что и кошки отбирают вот и энергию, и болезни забирают. Ну, как-то вот легко очень становится вам именно вот с четвероногим другом. Это ваша такая вот таблетка, вот реально вот это ваша таблетка от одиночества на данный момент, как раз четвероногий друг. Напишите, есть такая история или нет. Давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад и которая думает о вас. Что это за женщина? Давайте-ка попробуем ее описать. Большая мечтательница, очень умелая. Женщина, которая, вот знаете, она и себя любит, но и в то же время она очень щедрая на чувства. Вот она умеет любить, и она умеет быть любимой. В первую очередь потому, что, как я уже говорила, когда ты любишь сам себя, окружающие это чувствуют. И вот она настолько умело вот любит себя, что вот какая-то особая энергия, что ли, от нее идет, ее любят люди, и она нравится, она хороший оратор, она оратор не от слова орать, ребята, поправочка. Она очень хорошо коммуницирует с людьми. Она вот если любит, то любит всей душой, всем сердцем. Она моложавая, она очень такая умелая, она много чего знает, много умеет. Возможно, даже у нее есть несколько профессий. Очень такая она мечтательная. Но в то же время, вот смотрите, у вас не проигрывается одна ситуация. Она тоже довольно такая работящая. И опять же у нас выпадает тоже вот одинаковые карты. Если вот у нее, допустим, там, ну, похоже, что у нее либо дача есть, либо дом частный, да, вот она будет тоже впахивать вот наравне с вами. В этом вы с ней похожи, да, вот такая трудолюбивая. Хоть и, в принципе, у нее довольно непростой характер, да, потому что, ну, она себя любит, поэтому, ну, она будет отстаивать свою точку зрения, она будет отстаивать свои какие-то желания, да, она не будет слепо заглядывать в рот мужчине. Ну, в принципе, мужчинам и не интересны такие женщины, которые на задних лапках готовы любой каприз. Напишите в комментариях, так ли это. Давайте-ка посмотрим, что же она думает о вас, эта дамочка. Она, кстати, давно и тайно в вас влюблена. Вот я все-таки люблю немного держать интригу, да, я не буду говорить, где вы познакомились, где вы пересекались, вот потому что, ну, это, в общем-то, и общий расклад, да, потому что не может быть у всех абсолютно одинаково. Она давно и прочно в вас влюблена.
Она имеет на вас общие такие виды. Ну, общие я имею в виду, что ну, ей бы хотелось и зароманить с вами, ну, отношений, вернее, отношений хотелось бы. И, конечно же, у нее серьезный настрой, даже вот семья у нее проигрывается, да, но для начала ей бы хотелось, вот чтобы, ну, по типу романа, там, вот такого было. Она настолько вот веселая, она настолько жизнерадостная, да, а вы сейчас вот думаете просто и вспоминаете в вашем окружении такую даму. Конечно же, вы знакомы, но я не могу сказать, что вы прям очень-очень сильно близко знакомы. Но вы периодически пересекаетесь. Эта женщина вот почувствовала какую-то вот то ли надежность, что ли, да, в вас. Вот ей настолько нравитесь вы, ну, я не могу сказать, что это просто внешне вы нравитесь. Нет, вот именно какое-то мужское начало, вот ей очень симпатично в вас. Вот чувствуется, знаете, она от вас почувствовала, ну, наверное, ту энергетику, которую чувствует большинство женщин. Та самая надежность, как раз та энергетика, когда чувствуешь, что вот именно за этим мужчиной можно быть, как за каменной стеной. Ей очень не хватает, вот именно сильного мужского плеча не хватает. Она очень ранимая, несмотря на то, что, да, вроде бы она с характером, но на самом деле она очень ранимая, ей хочется, вот знаете, ну так, забиться под крылышко, под мужское такое сильное плечо, и как маленький цыпленочек, да, вот так, именно вот под крылышком, под мужским сидеть, да, вот чтобы тебя обогрели, согрели, сказали: маленькая моя, ничего не бойся, я с тобой, да, вот в таком плане. Так, давайте-ка посмотрим, что у вас будет с этой дамочкой. А все у вас будет. Вы ее заметите. Ой, какая она трудолюбивая. Вы посмотрите, даже на дне колоды, как у нас все четко, да. Вот она готова впахивать и в саду, и в огороде, да, и любительница животных. Она такая суперская. И в то же время она любит себя, да. Вот это то, что я говорила. Вы ее заметите через какое-то время, да, и у вас завяжутся уже совершенно новые такие взаимоотношения, потому что до этого, конечно же, вы так тесно и близко с ней не общались. Здесь уже вы будете пробивать эту вот стену, да, чтобы сблизиться с ней. Здесь уже вы будете активничать, потому что вот вы как-то вот заметите в ней именно вот именно женское начало, вот у вас такой взаимообмен будет. Она у вас такого вот настоящего мужика заметила, а вы заметите настоящую женщину. Хоть она и моложе вас, хоть она может быть в чем-то и беспечней, да, наивней кажется. Но тем не менее, вот она вас покорит. Вот покорит и трудолюбием своим, и внешностью, да. Вот покорит многими своими чертами. И здесь уже, я скажу, захочется вам ее холить, лелеять, вам захочется ее кружить, вам захочется помогать. Особенно вот будет, знаете, вот особенно будет приятно вместе с ней что-то делать. Вот вы два такие, ну, трудяги, я бы сказала. Вы вместе будете и на, там, если есть это дача, там, огород, сад, вот вместе будете и по дому все делать, и в доме, да, вот как-то вот все будет в унисон. И вот эта любовь, которую она так хотела, да, вот может реально перейти в ту же семью, да, вот это ваша взаимная любовь. Потому что отдача, конечно же, будет с вашей стороны. Вы можете и семьей жить, да, у вас и дети могут быть, и, конечно же, рядом всегда будет ваш четвероногий друг, потому что она тоже любит и кошек, и собак, да, вот она такая вот женщина, которая готова обогреть даже бездомных животных, вот она такая вот, ну, сердобольная в этом плане очень. Поэтому у вас, ребятушки, такая дама, она вроде бы и тайная поклонница, но очень скоро она станет явной, да, потому что вы сами уже ее заметите и, конечно, узнаете, что она давно вам симпатизировала, но вы просто этого, может, не знали, там, не догадывались. Поэтому вот как-то так, да. Женщина, которая подарит вам радость, которая подарит вам гармонию и счастье, в скором времени появится в вашей жизни. Она уже давно мечтает о вас, она думает о вас, и она хочет быть с вами. Поэтому выше нос, настрой на позитив, и все будет хорошо.
Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!